Алексей, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вашу должность в Нефтьэнергобанке с 99 по 2003 год? Должность от ведущего специалиста юридического отдела до начальника. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что Томскнефть на 1998 год имела задолженность 1 триллион рублей приблизительно. Да, насколько я помню, это была задолженность по налогам, которая сложилась, естественно, там, до, что называется, появления команды ЮКОСа, там, Томскнефти, до получения контроля над Томскнефтью. Да, вот это была задолженность по налогам. А после того, как контрольный пакет принадлежал ЮКОСу, что с этой задолженностью стало? Ну, насколько я понимаю это, то она там каким-то образом была реструктурирована и гасилась уже там за счет там каких-то, я не знаю, там, может быть, привлекаемых средств и так далее. Но факт то, что проблема налоговой задолженности вот после, где-то в районе 99-го года она уже была снята, то есть и не стояла остро. Расскажите, пожалуйста, какие социальные проекты ЮКОС реализовывал в Томске? Вы сегодня говорили много об этом, вот просто нам под запись нужно. Ну, из тех вот, в чем я участвовал, да, там, непосредственно там в составе там, со своими коллегами, это вот проекты Фонд поддержки предпринимательства НК ЮКОС был такой, как я уже говорил в суде, это, значит, фонд осуществлял кредитование на льготных условиях различных предприятий Томской области, которые были как связаны с нефтяной отраслью, так и не связаны. Там, в частности, это были предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства. Кредитование осуществлялось там на нужды, так скажем, реорганизации бизнеса, приобретения там новых технологий, нового оборудования и так далее. Дальше из тех проектов, в которых я участвовал, это проект по строительству вот этого самого культурно-развлекательного центра. Называется он «Факел». Это вот реализовывался там, ну, на начальном этапе планировалось, что он должен был реализовываться там совместно с ассоциацией интернет-образования. Значит, в 2002 году этот проект стартовал. Было приобретено аварийное здание, там спорткомплекса в центре города, снесено, построено новое, введено в эксплуатацию, ну и как бы там планировалось, что оно будет подарено городу Томску к 400-летию КТО. Ну и из тех проектов, где я не участвовал, которые, что называется, на слуху, их много на самом деле было. Это и образовательные проекты, это и, насколько я помню, там «Открытая Россия» действовала, да, все там, включая там строительство детских площадок во дворах жилых домов. То есть было очень много, и, что называется, и просителей много приходило, там просили все там самое разное. ЮКОС реставрировал и за свой собственный счет и памятники архитектуры в городе Томске. Вот уровень жизни населения повысился? Уровень жизни населения, ну, совершенно точно в городе Стрежевом, вот где вот непосредственно там располагается там Томскнефть, да, он точно повысился. Что касается Томска, он не состоял там только лишь из этого, да, то есть, ну я думаю, он, как бы, в общем-то, в лучшую сторону там отчасти изменилась ситуация. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что ЮКОС вкладывал миллионы долларов в социальные проекты, сервисные свои подразделения. Как это может соотноситься с обвинением о похищении всей нефти и легализации ее? А какие же тогда средства ЮКОС мог... Ну, я ответил уже на этот вопрос в суде и на вопрос адвоката, да. Но еще раз повторюсь, это взаимоисключающие вещи, на самом деле. Это, любой там, наверное, если не школьник, то студент там первого курса, это точно уж осознает, что предприятие, там, компания, у которой похищают всю ее продукцию, похищают всю выручку от ее реализации, не способна не только социальные благотворительные проекты реализовывать, но не способна и себя обслуживать, и свою деятельность обеспечивать. Что и было видно, да, до
появление ЮКОСа в числе там собственников Томскнефти. Это было видно, и, ну, в общем-то, у всех в городе было это на слуху, эта проблема, и в городе, и в области.